Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Жан-Батиста Мольера «Скупой», смотрите это видео и будете знать об одном жадном отце, который своей алчностью мешает счастью своих детей столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал комедию Мольер в 1668 году. События происходят в Париже. Первая постановка пьесы состоялась в том же 1668 году. Роль жадного отца Гарпагона сыграл сам Мольер. Сюжет пьесы не оригинальный. Еще до нашей эры древнеримский драматург Плафт написал комедию «Кубышка» или «Горшок». Перевод разный бывает. Мольер ее адаптировал. Итак, дом Гарпагона. Общаются Валер и Элиза. Они любят друг друга. Валер управитель в доме, Элиза дочь Гарпагона. Валер спрашивает девушку, от чего она страдает. Не от того ли, что жалеет, что с ним встречается. Элиза отвечает, что от того, что сильно его любит. Мол, нельзя девушкам так сильно любить парней. Ну и в чем проблема? В том, что поматросишь и бросишь. Да нет, я не такой, как другие. Эх, Валерка, Валерка, да все мужики так говорят, а потом ни свадьбы, ни вас. Элиза говорит, что Валерка похож на честного человека. Когда-то он спас ее из воды, рискуя своей жизнью. А сейчас, чтобы быть рядом с ней, он вдали от родных и своего дома скрывает свое имя и положение. Валер поступил на работу к отцу Элизы, чтобы быть с ней. И после этого она думает, что Валер хочет ее поматросить. Да. Да любит он тебя по-настоящему, что тут непонятно. Валер не знает, где его родители. Он их разыскивает. Слышит, что идет Клеант, это брат Элизы. Валер просит любимую поговорить с братом, чтобы он помог им убедить отца дать добро на их свадьбу. Клеант по секрету говорит сестре, что влюблен. Он понимает, что отец должен решить, на ком ему лучше жениться. Но он любит Марианну и точка. Сестра, ты меня не отговаривай. Даже не думай. Вот когда ты полюбишь кого-то, тогда поймешь меня. Так я уже того люблю. Давай о своей любви рассказывай. Клеант рассказывает о Марианне, новой соседке. Она живет с матерью, ухаживает за ней. Одно только хреново. Бедная она ж батя жадный. Не разрешит он мне на ней жениться. Узнай, пожалуйста, у него, что он думает о нашем союзе с Марианной. Если откажет, то я уйду из дома. И ты уходи, если что. Хватит нам страдать из-за его жадности. Элиза соглашается с братом, что после смерти мамы батя стал невыносим. Они слышат его голос и уходят. Появляется Гарпагон и слуга Клеанта Лафлеш. У Гарпагона паранойя, ему кажется, что все вокруг его хотят обокрасть. Он проверяет карманы Лафлеша, не украл ли он что-то. При этом сам проболтался, что припрятал много денег. Выгоняет Лафлеша. А сам думает, как это плохо, когда в доме много налички. Не станет он свои деньги прятать в сундуках. Ведь первым делом грабители именно там их будут искать. Потому он спрятал 10 тысяч золотых, которые ему вчера отдал должник в саду. Замечает сына с дочерью. Сразу заподозрил их в том, что они подслушали его мысли вслух о зарытых деньгах. Гарпагон упрекает сына в излишней трате денег на одежду. Думает, что он ворует у него. Клеант говорит, что в карты удачно играет и выигрывает постоянно. На самом деле он берет деньги в долг. Дети говорят отцу, что хотят с ним поговорить о браке. Хорошо, поговорим. Скажи мне, сын, видел ли ты новую соседку, Марианну? Видел. Ну и как она тебе? Классная. И я так думаю. Бедная, правда. Но ничего, я хочу ее.
Женюсь на ней. Клианту плохо стало, он уходит водички попить. Гарпагон рассказывает дочери, что он для клиента нашел жену, одну вдовушку, а для самой Элизы мужа, господина Ансельма. Он богатый и не старый, ему еще нет 50. Элиза отвечает, что она не пойдет за него замуж. Пойдешь, сегодня вечером. Да я скорее повешусь, чем за него выйду. Гарпагон видит Валера. Он предлагает Элизе спросить у него. Как тот скажет, так тому и быть. Договорились, отвечает Элиза. Гарпагон зовет Валера. Спрашивает его. Или у Валерки яйца еще не выросли, или он очень хитрожопый. Гарпагон говорит, что Ансельм согласен взять Элизу без приданого. Ну раз без приданого, тогда да. Надо замуж выходить. Гарпагону показалось, что в его сад воры лезут, и побежал туда. Элиза любимому. Валерчик, что это было? Он отвечает, что с таким, как ее отец, напролом нельзя действовать. Нужно хитростью. Что-нибудь придумается. Что придумается? Свадьба сегодня вечером. Прикинься больной. В крайнем случае убежим. Гарпагон возвращается. Валер соглашается с ним, что обязанность любой дочери слушаться своего отца. Клиант думает, где деньги достать, чтобы со своей Марианной свалить. Приходит его слуга Лафлеш. Он говорит, что договорился с ростовщиком, даст 15 тысяч. Но вначале ростовщик хочет увидеться с ним, кому деньги будет одалживать. С ним клиента сведет посредник, маклер Симон. Встреча состоится, если на условия кредита согласится заемщик. Условия такие: 25% годовых. Из 15 тысяч ростовщик наличкой может дать 12, а на 3 тысячи какого-то барахла. Вот сука этот ростовщик, но деньги очень нужны. Соглашайся. Лафлеш старается убедить хозяина не соглашаться на такие кабальные условия, которые приведут к разорению. А что мне делать? Это все из-за жадности отца, чтоб он поскорее умер. Вдумайтесь, молодой парень вместо того, чтобы самому зарабатывать деньги, обвиняет во всех своих бедах кого-то другого, отца, и при этом желает его смерти, чтобы поскорее наследство получить. Вот какая гнида этот клиант. Маклер Симон разговаривает с Гарпагоном. Он говорит, что есть один молодой человек, который очень нуждается в деньгах и согласится на любые условия. «Как его зовут?» – спрашивает Гарпагон. «Не знаю, но его слуга сказал, что это достойный парень. Он вам сам о себе расскажет. У него отец богач, который скоро должен умереть, года не протянет». Встречаются клиант, Лафлеш, Симон и Гарпагон. Симон: а вот и заемщик, знакомьтесь. Так это ты, гаденыш? А ты что, ростовщиком стал? Стыдно, батя? Пошел вон, бездельник. В дом Гарпагона приходит сводница Фразина. Ее задача организовать его свадьбу с Марианной. Фразина говорит, что с матерью девушки она уже договорилась. Та очень рада такому зятю. Ты же ей скажи, чтобы приданное за дочь готовила. Негоже жениться на бесприданнице. Фразина убеждает Гарпагона, что у матери Марианны где-то есть земля, а сама Марианна девушка экономная, расходы на нее будут минимальными. А еще, говорит Фразина, Марианне нравятся старперы, на молодых она не смотрит. Да ну, травишь. Да правда, правда. В общем, Фразина пытается всячески угодить Гарпагону. Сводница просит его заплатить ей за труды. Когда он услышал об оплате, сразу сослался на важные дела и убежал. Вот сука жадная, подумала Фразина. Гарпагон готовится к званому ужину. Пригласил Ансельма и Марианну.
Говорит повару Жаку, чтобы он вкусно приготовил. Не вопрос, давайте деньги на продукты. С деньгами каждый вкусно приготовит, а ты без денег, поддакивает Валер. Сколько будет людей? 8 или 10. Готовь на 8, хватит и 10. Повар Жак был еще и кучером. Гарпагон приказывает Жаку запрячь лошадей и отвезти его дочь с невестой на ярмарку. Да никуда лошади не поедут, они от голода еле сами стоят. Вы хоть знаете, что о вас в городе говорят? Нет, не скажу, еще накажете. Понятно, что Гарпагон пообещал не наказывать Жака. Тогда Жак рассказал о слухах. Вот некоторые. Вы такой жадный, что перед Новым годом специально ссоритесь со слугами, чтобы им подарки не дарить. Вы такой жадный, что однажды забрались ночью в свою конюшню и хотели своровать овес у своих же лошадей. Гарпагон не выдержал и побил Жака. В дом приходят Фразина и Марианна. Девушка говорит, что ей очень не хочется знакомиться с Гарпагоном, но это воля матери, которой она подчиняется. Фразина уверяет, что Гарпагон классный мужик, богатый и скоро умрет. Тогда можно будет любовника завести. Да, классно все. А если не умрет, что тогда? Умрет. Появляется Гарпагон. Марианна тихо Фразине. Боже, какой урод! Гарпагон рассыпается в любезностях перед Марианной. Знакомит ее с дочерью Элизой. Потом с Клеантом, в которого Марианна влюблена. Клеант открыто говорит, что он против этого брака, что не желает называть ее своей мачехой. Марианна в ответ также говорит, что если бы не воля матери, она никогда бы не пошла замуж за его отца и тоже не хочет называть его своим пасынком. Клеант снимает бриллиантовый перстень с руки отца и преподносит в дар Марианне, типа от имени отца в залог любви. Гарпагон чуть не подавился от жадности, но забирать перстень не стал. Марианна пыталась вернуть перстень, но Клеант не дал этому случиться. Гарпагон уходит по делам. Молодые и Фразина остаются сами. Элиза говорит Марианне, что понимает ее горе и готова всячески помогать. Сводница, узнав о любовных связях молодых, сожалеет, что раньше о них не знала. Так бы она все разрулила. Марианна говорит Клеанту, что не посмеет противиться воле матери, которая ее воспитала с нежной любовью. Это ее дочерний долг. Вот если ты мужик, тогда сам поговори с моей матерью. Уговоришь ее, тогда я твоя. Этот говнюк сразу же к Фразине. Помоги, голубушка. Фразина говорит, что для матери Марианны все равно, кто будет мужем ее дочери. Что отец, что сын. Нужно сделать так, чтобы Гарпагон сам отказался от брака с Марианной. Фразина предложила такой вариант. Нужно найти какую-нибудь даму, которая сыграет роль знатной особы. Ей придумают имя, титул, найдут слуг, а сама Фразина убедит Гарпагона, что эта дама очень богата и что она хочет выйти замуж за него, переписав на любимого мужа все свое имущество. Гарпагон Марианну хочет, но деньги он хочет больше, сказала Фразина. Потому он откажется от нее. Вы поженитесь и дело в шляпе. У меня и дама такая есть на примете. Клеант обещает озолотить Фразину, если все пройдет удачно. Марианна сказала, что мать свою уломает. Пипец, какой мужик Клеант. Ничего сам не делает, все за него женщины сделают. Нахрена такое говно Марианне? Оно еще и тупое. Отец через полчаса его как лоха разведет. Гарпагон возвращается к молодым и видит, как сын целует руку Марианне. Понимает, что это неспроста. Элиза, Марианна и Фразина садятся в карету и едут кататься по городу. «Скажи мне, сын, как тебе мачеха?»
Да так, на любителя. С пивом потянет. То есть она тебе не нравится? Нет, вообще. А жаль. Я так подумал, она молодая, я старый. Что люди подумают? Но я же слово дал. Вот если бы ты на ней женился, это было бы классно. Но ведь она тебе не нравится. Батя, ради тебя женюсь на ней. Да ну, я не стану тебя неволить. Вот если бы она тебе хоть немного нравилась, я бы тебе ее уступил. А так, придется самому жениться. Ну и этот баран сказал, что давно любит Марианну. А она тебя. И она меня. А теперь послушай меня, сынок. Выкинь из головы весь свой любовный бред. Моя невеста для меня, а ты женишься на той, кого я тебе дам. Обманутый клиент героем стал. Я тебе ее не отдам, я буду за нее бороться, я первый ее полюбил. Ты рот свой закрой, гаденыш, и место свое знай. Они бы подрались, если бы не Жак. Он успокаивает обоих, общается то с одним, то с другим. Говорит и отцу, и сыну то, что каждый хочет из них услышать, а не то, что они на самом деле друг другу говорят. Когда оба остыли, Жак уходит. Батя, вот спасибо, ты отдал мне Марианну. Теперь я самый благодарный сын на свете. И ссора по-новому началась. В гневе отец говорит, что он отрекается от сына, лишает его наследства и проклинает. Охренеть, семейка. Тем временем Лафлеш, это слуга клиента, в саду нашел шкатулку с деньгами. С этой шкатулкой он подбежал к хозяину и все ему рассказал. Какой честный слуга оказался. В саду слышен крик Гарпагона. «У меня деньги украли! Все! Как жить дальше? Я умираю! Всех на допрос! И слуг, и дочь, и сына, и меня!» Приходит комиссар, спрашивает, кого Гарпагон подозревает в краже. «Всех! Арестуйте весь город, все предместья!» Первым под руку попал Жак. Он решил отомстить управителю Валеру, который поддакивал Гарпагону, а потом его палкой побил. Жак сказал, что он думает, что деньги украл Валерка. Заходит Валер. Гарпагон ему: «Ах ты подлец, я тебя приютил, а ты вот какой оказался». «Ну, раз вы все знаете, я не стану морозиться. Сам давно хотел сказать, вы уж не гневайтесь. Выслушайте меня, надеюсь, вы меня простите». «Да тебя повесить за такое надо. Кровное сокровище похитил». «Сударь, ваше сокровище в надежных руках. Верни мне его и скажи, что толкнуло тебя на такой бесчестный поступок». «Что? Любовь, конечно». «Ага, деньги любишь». «Нет, честное слово, не нужны мне ваши деньги. Оставьте мне только то, что я уже нашел». «Ты ведь украл, а не нашел, сука ты». «По-вашему, это кража?» «А что это?» «Согласен, это сокровище. Вы его не потеряете, если отдадите его мне. Прошу вас на коленях, отдайте мне его». «Ты идиот? Мы друг другу дали слово и поклялись не разлучаться». «Я вас разлучу. Только смерть может нас разлучить». «Похоже, мои деньги тебя с ума свели. Ты перед судом ответишь за воровство». «Согласен. Только это чисто мой косяк. Ваша дочь здесь ни при чем». «Это понятно. Говори, где ее спрятал». «Нигде не прятал, она дома». «Так ты ничего с ней не делал?» «Нет, конечно. Я лишь только хотел смотреть на нее. Ваша служанка может подтвердить мои слова. Мы при ней дали друг другу слово и подписали обещание сочетаться браком». Гарпагон просит комиссара привлечь Валера к суду как вора и обольстителя. Заходят Элиза, Марианна и Фразина. Гарпагон обращается к дочери. «Ах ты ж сучка неблагодарная! Тебя в монастырь, а Валера на виселицу». Элиза бросается в ноги к отцу и рассказывает, что
Валер спас ее, когда она тонула в реке. Да лучше бы ты тогда утонула, а то теперь этот мошенник вон что натворил. Заходит господин Ансельм. Напомню, это предполагаемый жених Элизы. Гарпагон ему рассказывает о своих бедах. Деньги украли, честь украли. Вот, полюбуйтесь на вора и обольстителя. Какие деньги? Вы бредите. Валерка ничего не понимает. Ансельм говорит, что не собирается жениться насильно. Если Элиза любит Валерку, пусть с ним и будет. Да не будет она с ним, он на виселицу пойдет. Валерка сказал, что он честный человек. Это может доказать любой в Неаполе. Ансельм говорит, что он очень хорошо знает жителей Неаполя. Тогда вы должны знать дона Томмазо Дальбурчи. Конечно, я его знаю. Это мой отец, говорит Валерка. Врешь. 16 лет назад дон Томмазо погиб в море с женой и детьми, когда бежал из Неаполя во время беспорядков в городе. Тогда Валер рассказывает, что сын дона Томмазо, 7-летний ребенок со своим дядей, был спасен испанским кораблем. И этот сын он. Когда я вырос, то узнал, что отец мой остался жив. И в этих краях я потому, что здесь разыскиваю его. Здесь я встретил Элизу. Докажи, что ты не обманщик. Валерка говорит, что у него остались памятные вещи. Отцовская печатка из рубина, агатовый браслет, а еще жив старый слуга Педро. Ну а дальше индийское кино. Мариана говорит, что она его сестра. После кораблекрушения ее с матерью захватили пираты. Они были в рабстве 10 лет, потом удалось вернуться в Неаполь. Теперь они живут здесь. Слово Ансельму. О, хвала небесам, мои дети! Обнимите своего отца, я дон Томмазо Дальбурчи. Я спасся и сохранил все деньги, которые вез с собой. 16 лет меня считали мертвым, а я путешествовал, ведь я думал, что все мои родные погибли. Я взял себе новое имя и теперь живу здесь. Супер, говорит Гарпагон, тогда с вас 10 тысяч, которые ваш сын у меня украл, или я подам в суд. Появляется Клеант. Батя, спокуха, я тебе отдам твою шкатулку, если ты дашь добро на наш союз с Марианной. С ее мамой уже все решено. Марианна говорит Клеанту, что теперь этого уже мало. Нужно спросить разрешение у брата и у отца. Те с радостью соглашаются. Ансельм предлагает Гарпагону дать добро на 2 свадьбы. Хорошо, но у меня нет приданого и денег на свадьбу. Если ты за все заплатишь, пусть все переженятся. Не вопрос. Комиссар говорит, пацаны, я очень рад за вас. Кто мне заплатит за ложный вызов? Гарпагон обращается к Ансельму. Заплатишь? Заплачу. Хорошо, тогда я пойду посмотрю на свою шкатулку. На этом все.